Сегодня у нас блюдо, которое знают во всем мире и которое для корейцев гораздо больше, чем просто еда. И я, конечно же, говорю о кимчи. Для кого-то это экзотика, для кого-то просто острая капуста, но для Кореи кимчи это целая культура, наследие и вкус, без которого не обходится ни один стол. И сегодня я вам покажу самый подробный рецепт приготовления кимчи и отвечу на самые популярные вопросы, например, какие ингредиенты можно заменить, а от каких и вовсе можно отказаться. Расскажу, какие ошибки при приготовлении допускают чаще всего, а также раскрою все секреты и нюансы, чтобы каждый из вас смог приготовить свое идеальное кимчи. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, первым делом давайте засолим капусту. У меня 2 кочана общим весом 3,5 килограмма. Сначала нам надо очистить капусту от внешних и поврежденных листьев, а далее разрезать пополам. Сделать это проще всего, надрезав половину кочана посередине и потом разорвать кочан на 2 половины. Если вы сделаете неровный надрез, есть вероятность, что части получатся неравными. Обратите на это внимание. Далее, если кочаны большие, то эти половины мы снова можем разрезать пополам. Из одного кочана у нас получаются 4 части. Теперь нам надо эти части промыть под холодной водой. Старайтесь, чтобы вода попадала между листьями. Так потом будет проще капусту солить. После этого хорошо встряхните ее, чтобы лишняя вода ушла. Ну и теперь приступаем к засолке. Соль нам нужна морская, желательно средней крупности. Засолка у нас будет сухим методом. Подготовьте еще одну емкость для капусты. И начинаем закидывать соль между каждым листом. Делается это несложно. Просто берите небольшую горсть соли и закидывайте внутрь каждого листа. И так проделываем с каждой частью кочана. После этого нам нужно дать постоять капусте 4 часа, но через каждый час при этом капусту надо будет переворачивать. Также напоминаю вам, что все граммовки можно найти в описании под этим видео. Друзья, частый вопрос про засолку, который мне задают, звучит следующим образом. А не проще ли сделать рассол и в нем оставить солиться капусту? Обычно к такому методу прибегают тогда, когда готовят большой объем, например, от 20 килограммов. В таких случаях в воду добавляют соль в пропорции 1 к 10, то есть на 1 литр воды добавляют 100 граммов соли. И после этого внутрь закидывают капусту на 12 часов. Важно, чтобы вода полностью покрывала капусту. Когда мы готовим относительно небольшой объем, как сегодня, до 5 килограммов, то лучше солить сухим способом, потому что так вы потратите соли намного меньше, а во-вторых, процесс пройдет намного быстрее. Пока капуста солится, давайте подготовим все остальные ингредиенты для пасты. Первым делом давайте нарежем репчатый лук. Его режем крупно. Он у нас будет в дальнейшем измельчаться в блендере. Далее нужно очистить от кожуры редьку, которую вы все знаете как лоба. После этого нужно ее нашинковать соломкой. То есть сначала нарезать на пластины или круги, и потом нарезать соломкой. В этот раз я воспользуюсь крупной теркой. Будьте аккуратны и не натрите внутрь свои пальцы. Вот столько редьки у нас получилось. Чем можно заменить эту редьку? Очень частый вопрос, и на самом деле можно заменить дайконом, обычной белой редькой или даже зеленой, но проще всего заменить ее на обычную морковь. У нее совсем отсутствует горечь, вдобавок во многих классических рецептах приготовления кимчи добавляют и редьку, и морковь, поэтому нет редьки, используйте морковь. Далее зеленый лук. Его нужно просто нарезать крупно. Белую и толстую часть я обычно еще дополнительно разрезаю вдоль пополам. Далее этот лук закидываем к натертой редьке. Далее нам понадобится груша. Очищаем ее аккуратно от кожуры, убираем семена, ну а потом нарезаем на крупные куски. Ее мы, как и репчатый лук, будем также измельчать в блендере. Груша подойдет любая, но старайтесь выбирать сладкие сорта. Также обязательно смотрите, чтобы груша была спелая. В идеальном варианте, конечно же, найти корейскую грушу, но это вовсе не обязательно. Теперь закидываем в чашу блендера репчатый лук, чеснок, имбирь, нарезанную грушу. И теперь измельчаем все в жидкую кашу. Это будет основой нашей кимчи-пасты. Друзья, несмотря на то, что грушу совсем несложно достать, она все же не является обязательным ингредиентом, поэтому можете исключить ее из рецепта, если по каким-то причинам вы не можете достать грушу, либо не любите ее. Далее давайте подготовим клейстер для пасты. Для этого в сотейник вливаем 400 мл воды, добавляем 3 столовых ложки сахара
и 3 столовых ложки клейкой рисовой муки. Включаем плиту и хорошо перемешиваем, чтобы растворилась мука и сахар. Вода начнет нагреваться, а мука потихоньку загущаться. Рекомендую регулярно помешивать, чтобы не образовывались комочки. Как достигнете такой консистенции, выключаем огонь и оставляем эту кашку остывать. Рисовую муку можно заменить на обычную пшеничную, но лучше будет, если вы в блендере измельчите 250 мл воды и 100-150 граммов свежеотваренного риса. Получится примерно то же самое, но при этом вы не отойдете от оригинального рецепта. Что касается сахара, если вам критически важно его не использовать, то можете его и не класть. Можете вместо него больше свежей груши использовать на свой вкус. Итак, 4 часа прошло. Теперь важный этап – промывка капусты. Многие забывают это сделать, и это обычно самая главная ошибка. Потом ваше кимчи будет слишком соленым и будет очень плохо ферментироваться. Промывать надо несколько раз, не менее 3 раз. Капусту промываем тщательно, чтобы каждый лист был промыт. После этого откидываем на дуршлаг или сетку и даем всей лишней воде стечь. Капуста у нас стала податливой и гибкой, взяла столько соли, сколько нужно, и выделила при этом всю лишнюю влагу. Теперь давайте смешаем пасту для кимчи. В емкость с редькой и зеленым луком вливаем измельченную кашу из блендера. Далее нам нужно добавить рыбный соус. Я обычно использую корейский соус из анчоусов. Теперь добавляем 3-4 столовых ложки мелких ферментированных креветок. Друзья, не пугаемся, это не обязательный ингредиент. Если у вас нет возможности их достать, то пропускаем этот шаг. Далее вливаем остывшую рисовую кашицу. И теперь самый главный ингредиент – красный молотый перец кочукару. Я обычно добавляю 1 стакан на килограмм капусты, но точные граммовки указаны в описании, напоминаю вам. Красный острый перец кочукару очень важен в рецепте кимчи. Никакой другой красный острый перец не подойдет, иначе будет не тот настоящий и аутентичный вкус. Поэтому отнеситесь к этому шагу серьезно. Найти его не проблема, ищите на тех же маркетплейсах как кочукару, либо можете вбить в поиск как красный перец для кимчи. Я советую купить сразу килограмм, не меньше, потому что так выйдет дешевле. Ну и вдобавок, скорее всего, вы этот перец полюбите, потому что он не такой жгучий, как обычный красный перец, и намного вкуснее и ароматнее. Еще я люблю добавлять к пасте корейский сливовый сироп, но это тоже не обязательный ингредиент, его тоже можно пропустить. Теперь все тщательно перемешиваем до однородной массы, предварительно надев перчатки. Что касается рыбного соуса, он на самом деле очень важен. Я знаю, что многие не любят этот соус из-за его определенного запаха, но поверьте мне, что в готовом кимчи, когда он уже пройдет ферментацию, этого запаха не будет. Зато этот соус очень сильно обогатит вкус. Я рекомендую для кимчи покупать именно корейский рыбный соус из анчоусов, но можно взять и тайский. Найти его не проблема, он сейчас продается абсолютно везде, и на тех же маркетплейсах он тоже есть. Но если совсем не хотите заморачиваться, то можете рыбный соус заменить на соевый, либо на смесь соевого и устричного пропорция 1 к 1. Но это не будет полноценной заменой, имейте это в виду. Теперь финальный этап, а именно намазывание пасты на капусту. Берем качан, я обычно кидаю прямо в емкость с пастой. И теперь намазываем эту пасту на каждый лист. Звучит как что-то сложное, но на самом деле нет. Капуста после засолки у нас мягкая и податливая, поэтому делается это без особого труда. А благодаря клейкой текстуре пасты она легко липнет на капусту. Снаружи тоже обмажьте. Потом сложим капусту пополам и сразу убираем в заранее приготовленный контейнер. Так проделываем с каждым качаном. Часто мне задают вопрос, а почему сразу не порубить капусту и потом закинуть ее к пасте и просто все не перемешать? Так тоже можно сделать, но при условии, что объем у вас небольшой и это кимчи у вас будет храниться не больше месяца, так как при мелкой нарезке она сильнее и быстрее киснет. Такое кимчи, кстати, называется мак-кимчи, то есть кимчи, сделанное на скорую руку. Итак, мы закончили. Теперь надо закрыть контейнер. У меня контейнер с прессом, с помощью которого я убираю лишний воздух и закрываю плотно крышкой. Если у вас нет такого контейнера, то можно использовать обычный, но главное, чтобы крышка была герметичной.
Друзья, ферментация – это анаэробный процесс. Если будет доступ воздуха, то кимчи у вас не будет ферментироваться, капуста просто испортится. Закрываем крышкой и оставляем так при комнатной температуре ферментироваться на 2 суток. После того, как 2 суток выйдут, далее убираем в холодильник еще на 2 суток. А уже после можно есть. Еще один частый вопрос, что делать с жидкостью, которую выделила капуста при ферментации. А ничего с ней не делать, но главное, не сливайте ее. Во-первых, потому что в ней будет кимчи храниться дольше, а во-вторых, этот сок можно и даже нужно использовать при приготовлении таких блюд, как кимчи чиге. Это такой корейский суп из кимчи, обязательно посмотрите мой рецепт. Ну а также при тушении каких-нибудь мясных блюд, либо при приготовлении соусов, если вдруг вы решите добавить корейские нотки в какое-нибудь блюдо. Итак, 4 дня прошло, кимчи у нас готово. Открываем крышку, сразу по запаху понятно становится, что кимчи приготовилось. Как проверить, началась ли ферментация? Надавливайте рукой, и если видите пузырьки, то это значит, что процесс ферментации был запущен и все хорошо. Посмотрите, какое красивое и вкусное кимчи у нас получилось. Друзья, я ответил на все возможные вопросы по приготовлению кимчи, и теперь вы просто обречены на успех в вопросе приготовления этого корейского блюда. Обязательно попробуйте приготовить, я уверен, у вас получится, и следуя всем инструкциям и советам в этом видео, вы приготовите вкусное и настоящее корейское кимчи. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и обязательно гляньте другие мои рецепты, а также вкусные обзоры из Южной Кореи. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким, спасибо вам большое за просмотр и увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока!